жизни часто случаются моменты, когда мы сталкиваемся с трудностями, и кажется, что все идет не так, как хотелось бы. Потери, разочарования и непредсказуемые обстоятельства могут вызывать сомнения и страх. В такие моменты нам трудно понять, почему происходят именно эти события и что будет дальше. Мы не всегда видим полную картину и, возможно, не понимаем, зачем нам даются испытания. Если вы сейчас переживаете сложный период, когда все кажется запутанным, то в следующей притче вы найдете мудрость, которая поможет увидеть скрытый смысл и откроет важные уроки, которые несут даже самые трудные моменты. Притча «Все будет хорошо». В одной притче рассказывается, как жил царь, и у него был раб. Они вместе ходили по всем делам царя, и раб во всем помогал ему. Этот раб все время говорил «Все будет хорошо, все хорошо». «Что будет хорошо?» – спрашивали его другие. Стояла пасмурная погода, а раб говорил «Хорошо, очень хорошо». «Смотри же, пасмурно и моросит». «Хорошо, очень хорошо». На другой день светило солнце. Раб снова сказал «И сегодня все хорошо». И вот однажды они отправились на охоту. Что-то случилось с луком, который держал раб, и он выстрелил, отрезав царю палец. «Что ты со мной сделал?» – закричал царь. «Ой, мне больно, больно». А раб повернулся к нему и без страха вновь произнес «Все будет хорошо». «Как же все хорошо, безумец? Ты соображаешь, что говоришь. Раз все хорошо, то ступай в темницу за то, что ты сделал мне. Там ты узнаешь, что значит «все хорошо». Он поместил раба в темницу, а сам так и остался без пальца. Однако продолжал охотиться, потому что это была его слабость. Однажды в лесу царь далеко отошел от своих людей. Он зашел глубже, чем обычно, и там его схватили туземцы. Они решили принести его в жертву своим богам, а затем съесть, потому что были людоедами. Туземцы вели его, ликуя, и громко кричали: «Мы поймали царя, сейчас убьем его и съедим». Царь грустно думал: «Что меня ждет? Все мои подчиненные боятся меня, а эти туземцы слопают живьем, как же мне спастись?» Когда они вели его в чащу, один из туземцев заметил, что у царя нет пальца. «Ох, ох!» — закричал он. «Теперь мы не можем совершить жертвоприношение и съесть его». По их верованиям, приносить Богу в жертву можно было только человека без увечий. «Ох, ох!» — сказал туземец. «Как жаль! Ладно, ступай отсюда. Ты недостоин того, чтобы мы тебя съели». Царь ушел, перекрестился и возблагодарил Бога. «Ох, ох, я спасся! Меня спасло то, что у меня не было пальца». Он воодушевился и страшно обрадовался. Первым делом он вспомнил о своем рабе, которого заточил в темницу. Он тут же приказал освободить его. Когда раба привели к царю, тот, волнуясь, сказал: «Прости меня, мой раб, за то, что я сделал. Из-за меня ты оказался в темнице». Раб повернулся к нему и снова произнес: все хорошо, мой царь. Не переживай. Ты был в темнице и говоришь «все хорошо»? Но, мой царь, подумай, если бы я не был в темнице, а отправился с тобой в лес на охоту, кого бы они тогда съели? У тебя не было пальца, и ты спасся. А у меня-то все пальцы на месте, и я бы не спасся». И тут царь понял, что на самом деле все происходит так, как должно. Бог знает, что делает, и поэтому попускает событиям случаться.